это все. В его безбрежной пустыне человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он ощущает биение жизни. Жюль Верн. Привет, друзья! Привет, ребята! Наше бразильское веселье продолжается. И на этот раз мы на острове Санта-Катарина, а точнее в его столице, Флорианополисе. Между прочим, это самый безопасный штат Бразилии, поэтому... Это приятно. Алина, конечно, приятно. Ты сможешь гулять с рюкзаком и не думать, что с тебя его сорвут. Мы еще посмотрим, кто с рюкзаком. Конечно, посмотрим. Орел. Решка. О, посмотрели? Я, И что мы увидели? если честно, в полнейшем шоке. Мне кажется, рюкзак уже прирос к моей спине. Так не может продолжаться из передачи в передачу. Почему? Ну как это? Ну. Пока. Атлантический океан, песчаные дюны, пиратские вечеринки и сотня устриц. И все это на одном бразильском острове Санта-Катарина. Санта-Катарина – популярный курорт в Бразилии. Но популярен он только среди самих бразильцев, которые приезжают сюда на уикенд или же в отпуск. Но ждут ли тут иностранных туристов? Hello. Sorry, where is the bus station? Bus. Bus. This car, I need the bus. Big. Bus. Bus station. Just like your transport, but big bus station. Okay, have a nice day. Оказалось, что английский тут никто напрочь не знает, потому что иностранцы здесь гости редкие. Hello, I need a bus station. Yeah, Bus station. bus station. Yes. Taxi, coach, No taxi, bus. bus. Yes. O que significa bus? Bus is just like this to the center. I need a bus. Bus station. Вот там? А, вон я вижу, там картинка автобуса. Hola. Такой симпатичный кондуктор. Бразилия. Thank you. Флорианополис настолько красочный зеленый город, что хочется увидеть все это и ничего не пропустить. Поэтому я взял себе автомобиль с углом обзора в 360 градусов. Ничего не уйдет из моей копилки впечатлений. Ха-ха! Mercedes SLK 200. Кабриолет. А приятно так на кабриолете с ветерком по трассе проехаться. Хорошо, ветер в волосах играет. Давно я не ездил на кабриолетах. Ну, машинка хорошая. Но в этом сезоне бывали у меня и получше. Не новая. Это чувствуется. Почти 30 тысяч километров поехал. Все дело в том, что на Санта-Катарина прилетают отдыхать туристы со средним достатком, которым не по карману аренда эксклюзивных и дорогих авто. Соответственно, в местных ренталах Нет каких-то роскошных Феррари, Ламборгини, Ягуаров. Нет.
какие-то шевролетики, реношечки. Чувствую, в этот уикенд мне придется попотеть, чтобы придумать, куда потратить миллионы с моей золотой карточки. Полчаса на автобусе, и я в столице Санта-Катарины, Флорианополисе. Вот это панорамка! С ума сойти! Очень красивая смотровая. Флорианополис во всей красе. Тут достаточно зелено, но нет диких джунглей. И практически нет таких бедных районов, как фавелы. Такой развивающийся мегаполис. Красиво. Флорианополис часто называют белым городом Бразилии. А все потому, что живут здесь в основном потомки европейских колонизаторов и эмигрантов. Флорианополис, конечно, отличается от бразильских городов. Он какой-то, что ли, европейский, цивилизованный, класс. Ну, сами посудите. Колониальная архитектура. Плиточка. Обычно такая в Португалии. Да и все вокруг напоминает Европу. Атмосфера, кстати, очень приятная. Большое количество уличных музыкантов, каких-то артистов. Главная достопримечательность, которая досталась Флорианополису от европейцев, это церковь Пресвятой Девы Марии. И вот уже несколько столетий все религиозные праздники бразильцы проводят именно здесь. А вот визитка Флорианополиса. Мост Ирлисио-Лус. Это достопримечательность не только города, а и целой страны. Это самый большой подвесной мост в Бразилии. Именно этот мост соединил островной центр города и его материковую часть. Правда, вот уже 28 лет Ирлисио стоит мертвым грузом из-за реконструкции. И, наконец, символ Флорианополиса – огромный фикус. Это фантастика. Оно огромное. Я читала про это дерево, ему 100 лет, это местная знаменитость, потому что очень много туристов приезжают на него посмотреть, но я не думала, что оно настолько огромное. Диаметр ствола 3 метра, а возраст дерева более 100 лет. И мы сделали такие подпорки под ветки, потому что оно настолько массивное, что уже не справляется самостоятельно. Есть поверье, что если обойти несколько раз это дерево, в жизнь придет удача, деньги, муж красивый, умный, богатый, все будет хорошо. Поэтому мы на Верочку пройдем раз 5. Давай, Дим. Как я уже говорил, отдыхают на Санта-Катарина люди со средним достатком. Поэтому шикарных отелей попросту нет. Но я таки нашел один интересный вариант. Бутик-отель в колониальном стиле в здании 19 века. Wow, it looks like museum. I'm in the right place. I need a hotel. Yes, you're in the hotel. Okay, my name is Nikolai. Yes. I'm Sir Nikolai. Room is number 10. Merlot room is Merlot. Second floor, like the wine. Not bad. I like this hotel. Merlot.
Добро пожаловать в мой двухъярусный бокал. А здесь как-то уютно. По-домашнему. Как на усадьбе какой-то. Very cool dress. Как у них здесь все круто стилизировано. Цветные витражи, дорогие картины и старинная посуда. Я даже не знаю, как двигаться в таком интерьере. Стой! Слон в посудной лавке. Но сердце чуть не остановилось. Я уже забыл, куда я шел. Что ты делаешь? Фух. А, точно, номер. Мерло. Мой номер, как и весь отель, выполнен в колониальном стиле. Для чего владельцам пришлось купить чуть ли не пол блошиного рынка. Так, интересно. Такое засилие антиквариата. Ну, посмотрим, чем удивит второй этаж. А здесь интересно. Похоже на комнату принцессы. Белые стены, такие рюшечки на постельном белье. Но главная изюминка, за которую номер считается самым лучшим и самым дорогим в моем бутик-отеле – вот. Раз, два, три. Терраса! Выглядит как будто бы они хотели еще здесь построить 2 комнаты, а потом закончился кирпич. И подумали, почему бы не забабахать террасу. Забабахали, да еще и бассейн влепили. Но даже наличие бассейна не спасает эту террасу. Потому что вид с нее открывается на свалку. Да, конечно, повезло. Я понял, в столице богачу делать нечего. Поэтому я арендовал катер и отправился знакомиться со всем островом. Санта-Катарина – это небольшой остров в Атлантическом океане. Первыми заселили его рыбаки, которые строили свои дома у воды. Но сегодня рыбалка превратилась просто в хобби. А основным заработком рыбаков стала сдача домов в аренду туристам. Я тоже решила покинуть Флорианополис и приехала в один из некогда рыбацких поселков – Барра-да-Лагуа. Говорят, что здесь есть отличный серферский пляж и много бюджетных хостелов. Но я для себя, конечно же, выбрала самый доступный. Так, с какой стороны? О, какое приятное место. Все зеленое. Доски серферские. Hello. Hello. Welcome in. Thank you. My name is Alina. I need to stay here. Alina, yes, we do have a room. It's a 4-bed mix, and you can check out right now. Super. Okay. Okay, I'll let you know how this works. We do have a breakfast included. О, завтрак входит, отлично. We normally have surfboards as well for free use. If you like surfing. Что? Серфинг? Surfing. Ну, почти all-inclusive в хостеле. Сам хостел напоминает базу отдыха. Вокруг дикая природа. И маленькие деревянные дома повсюду. В одном из них и я буду жить. So, welcome into the house. I'll show you the door. Интернет есть. Там туалет. Это моя комнатка. And right now, here's the dorm. You can choose a bed. Окей. Cool. Буду здесь. Today I'm only one, yes? Today you're the only one, but you need to keep the bed free for the other chickens. Ага, окей. Терраса.
все время боюсь с них свалиться, если честно. О, боже. Тихо. Недаром боюсь. Фух. Стоять. Вот все хорошо, но есть один нюанс. Тут просто невыносимо воняет носками. И вот хорошо, что экран вам не передает этот запах. О. Пока Алина нюхает чужие носки, мой катер привез меня к заповеднику Кампече. Это небольшая вытянутая груда камней, полностью поросших густой зеленью. Здесь были найдены рисунки и надписи, оставленные древней цивилизацией около 4000 лет назад. Ученые до сих пор не могут разгадать, кто их оставил и что они значат. Но туристам это все до лампочки. Их больше всего интересует местный пляж. Наша постоянная рубрика... как она там называется? Она называется «Инспектор пляж». Песок. Песок идеальный. Он как мука, он белый, он очень мелкий, приятный на ощупь, а еще у него есть маленькая фишка, он музыкальный. Слышите? Температура воды. Ох, водичка холодная! Боже, какая она холодная. Градусов, наверное, 17-18. Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас кто-то там, кто купается в Балтийском море, скажет, что холодная вода, 18 градусов. Но, ребят, мы-то не на Балтийском море, мы все-таки в Бразилии. И совершенно другие ожидания. Ну, инфраструктура здесь есть лежаки, есть зонтики, есть ресторанчик с плохой кухней, ну и очень дорогой. И вот насухи, развлечения насухи. Насухи – первые и единственные постоянные жители Кампече. Это вот такие дружелюбные животные, которые получили свое имя за удлиненный нос. Насуха! Развлекай меня, насуха! А пляж за вот это все и милых енотоподобных животных в частности получает от меня 5. Да, Коля, насухи на пляже – это, конечно, прикольно. Но и у меня есть свои козыри. Бесплатная доска под мышкой и отличный пляж под боком. Наконец-то! Океан! То, что этот пляж популярен у серферов, видно сразу. Повсюду инструктора, обучающие серфингу новичков. Кататься одному не очень, конечно. Хорошо бы присоединиться к кому-то. Hi, my name is Alina. Hi, my name Hi. is Gabriella. It's surfer school? Yeah. You wanna join us? Yes, but I have money. Don't have money. Yes. I can have with you and girls. Thank you. Пляж Барра-де-Лагоа – самый длинный пляж на острове Санта-Катарина. А полное отсутствие пирсов и волнорезов манит сюда серферов. Сейчас время маленьких волн. Поэтому тут правят балом новички, для которых хотя бы 5 секунд постоять на доске – это уже достижение. С доской наигралась, пора и за работу. Ну что, сделаем обзор пляжа? Песок. Песок очень приятный, мягкий. Вода.
Прохладная, но терпимо. Плотность населения. Людей, конечно, много. Но доску есть где положить. Контингент. Тут вы встретите и серфера, и бабушку. Поэтому на этом пляже понравится всем. Инфраструктура. Если вдруг вы потеряли багаж или просто ничего не взяли с собой на отдых, то здесь вы найдете все. От кроссовок до нижнего белья. Кроме того, здесь очень много кафешек, душевые, раздевалки. Инфраструктура на уровне. В общем, пляж неплохой, но людей многовато, за что и ставлю ему 4. Продолжая поиски, куда богачу потратить деньги на Санта-Катарина, я приехал в самый дорогой ресторан на острове. Его лучшие столики находятся прямо на пирсе. А коронное блюдо – это свежие устрицы. I actually don't want menu. Could you please bring me 100 different oysters? Okay. Yeah? It's okay? Блин, я думал, у него в глазах будет растерянность, удивление, 100 устриц. Окей. Окей. Thank you. Ну, я надеюсь, хоть вы удивились тому количеству устриц, которые я заказал, или как? Осталось их дождаться. Я голоден. Где мои устрицы? Ребята уже поели за соседним столом. Конечно, они не 100 устриц заказали, они заказали 7. А представляете себе, на самом деле у них не было столько устриц. И они сейчас на ферме именно бегают в панике и кричат устрицам, ну, уже взрослые, рожай! У нас клиент важный сидит. Я хочу есть! На самом деле, если бы они сейчас принесли 12 устриц, например, а потом еще через пару минут еще 12, я бы даже не заметил вообще времени ожидания. Что это за перфекционизм? Нет, мы должны принести, заказали 100, принесем 100. Что? Я такая счастливая, потому что у меня сейчас случится первый раз. Сэндбординг. Идем. Сэндбординг – это катание на доске по песку. Развлечение очень популярное в жарких странах, где не бывает снега, зато имеются песчаные дюны. Hi, I want to try. How much? 30. 30 местных. Доски для таких катаний делают из отходов древесины, а чтобы скользило, их натирают воском и парафином. Кататься можно сидя, как на санках, или стоя, как на сноуборде. Ой-ой. А can I change? See? Yes? А, то есть можно покататься сначала на это недолго, а потом взять вот эту. Отлично. Надо попробовать. Идем. Говорят, по плечу даже новичку. Просто садись и мчи навстречу ветру. Хоп. Там люди. Ой-ой-ой. Ой-ой. Я, конечно, уцелела, но фактически разделась. Ну что сказать, драйв спуска несравним с утомлением от подъема. Внизу ты оказываешься через каких-то 10 секунд, а в гору с доской на горбу нужно карабкаться добротных минут 5. Фух. Любишь кататься? Люби саночки возить. Фух. Мальчикам трусы показала, песка наелась. Все нормально, веселимся. Пожалуйста, только бы это мне, только бы это мне, только бы это мне.
Да! Я готов. Все, я начинаю. Или посчитать, да? Конечно, это традиция. 100 загадал, надо 100 посчитать. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 5. 6. 6. 6, 6, 5, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 17, 14, 31. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 32. You sure that it's 100? Let's count together. У меня аж аппетит пропал, когда я не досчитал сотку. 80? Yeah. Where more? Они думают, я заказал 100 и наемся 80? Нет. 100 значит 100. Потерплю. Час ждал и еще подожду. Мне кажется, пришло время попробовать что-нибудь покруче. Меняем доску. Хоп. Это было классно. Еще пару таких подъемов, и попа у меня будет, как у бразильянки. А вообще сплошной позитив. Скраб для тела, 1. Качаем попу, 2. Скорость, экстрим, 3. Ну вот, дождь пошел. Свежо. И еще 15 минут к часу ожидания, и, наконец, вся сотня устриц в сборе. А бригада? Кстати, за всеми этими ожиданиями совсем забыл вам сказать. Если во многих ресторанах мира устрицы подают в обычном сыром виде, то здесь местные повара придумали с десяток уникальных рецептов. Поехали. Ох, с чего бы начать? Вот, например. Это устрица запеченная в меду, в каком-то сладком соусе еще сверху. И приятная такая остринка, пикантность, которую дает то ли помидорчик, то ли перчик. Устрица, запеченная в сыре. Это такой бутерброд из сыра с устрицей внутри. Боже, как это вкусно. Ну, или вот. Да, копченый сыр, копченая колбаса и копченая устрица. Я не знаю, мне кажется, так в Бразилии выглядит устрица по-студенчески. Как они умудряются столько видов устриц, и каждый вкусный. Я не понимаю, чем у них шеф-повар занимается, что у него есть дети, семья вообще, или... Судя по тому, какие у них крутые устрицы, у них шеф-повара, кроме устриц, ничего в жизни нет. Это прекрасно. Знаете, я, конечно, могу ошибаться, что я, в принципе, часто и делаю, но мне кажется, что я немного переборщил. Устриц так на 65. Но ничего, на что не пойдешь ради рекорда. Ради личного. Дождик. Ой, вот это я нагулялась. Ой. Hi, girls. Hello. Все уже... Ну, все дома. Она даже овец считает пресном, а я считаю устриц, которых я сегодня съел. 49, 50, спокойной ночи. 52, остальных про себя досчитаю.
Утро с золотой картой – любимое утро. Вроде только проснулся, а меня уже ждет завтрак. Доброе утро. Знаешь, Коля, а мой завтрак тоже меня заждался. И он, между прочим, также входит в стоимость моего проживания. Завтрак. У всех одинаковые ингредиенты, тебе просто выдают тарелку с сыром, колбаской и фруктами. Ну, либо можно еще овсяночку заварить. Джемик, да я возьму с собой. Что тут у нас? Арбуз, папайя, банан, скромный апельсин, помидорка, сыр и хлеба не пожалели. Собираем бутерброд красивый. Хоп. Тут надо придерживаться схемы. Кусаете бутерброд и сразу переводите взгляд к океану. Вот так я иду, молодой, красивый такой, вдоль океана, с ластами в руках. А все смотрят, думают, а куда это он идет? Ребята, как это, куда это я иду? На дайвинг. Я иду на дайвинг. На дайвинг иду. Всю ночь просидел в интернете, искал. Ну вот негде на Санта-Катарина богачам тратить деньги. Но благодаря морскому сезону я теперь знаю, если развлечений нет на суше, нужно идти на дно. Поэтому $860 с моей карты за индивидуальный дайвинг, и я уже в океане. Эти воды относятся к морскому биологическому заповеднику Арвредо. Как правило, морскими заповедниками называют те территории, где как-то напортачил человек. Выловил всю рыбу, загрязнил воду, либо как-то еще нанес вред флоре и фауне. Вот так же с заповедником Арвредо. В 90-х годах из-за деятельности человека эти воды стали практически мертвыми. Поэтому здесь запретили вылов рыбы и хождение больших морских судов. Природе понадобилось порядка 30 лет на восстановление. И вот только сейчас здесь вновь начали появляться стайки рыб, расти кораллы, и вода вернула себе свою прозрачность и яркий бирюзовый цвет. Ну что здесь еще сказать? Берегите природу. Пожалуйста. А я вот тоже придумала, чем себя занять. Популярное развлечение для пешего туриста – это трекинг. И в Бразилии он есть. Вот достаточно такая туристическая тропа, называется в народе «Язык тролля», протяженностью 2200 метров. Ну, это, наверное, при хорошем темпе минут 50. Пойдем проверим. Дорога к обзорной площадке «Язык тролля», откуда, говорят, открывается потрясающий вид на остров. Не из простых. Вокруг тебя настоящий девственный лес. Буквально через 3 метра с обычной городской улицы ты попадаешь в джунгли. Чувствуешь себя здесь так самобытно, как Покахонтас. Вместо дороги
нечеткая, вытоптанная ногами туристов тропинка. Ола. Парень даже разулся, потому что здесь достаточно тяжело идти даже в трекинговых кроссовках, потому что скользко, грязь, вода после дождя, лужи. Будьте аккуратны. На инфраструктуру особо надеяться тоже не приходится. Так, вот указатель. Но местные, чтобы вам не было скучно и было очень интересно, запшикали весь указатель баллончиком. Какая разница, сколько там осталось идти? Главное – это настроение, времяпрепровождение. Да? А если проголодаетесь или захотите пить, Ой, какие грозди. Может, сорвать? Люди. Может, это чужая грядка, а я тут... Там ногти. Он, наверное, еще совсем зеленый. Да, он точно зеленый. Ощущение, как от молодой хурмы. Знаете, прям сильно-сильно вяжет рот. А вкус, конечно, не очень. Ну, теперь вы знаете, какие на вкус зеленые бананы. Вот мне такие прогулки очень по душе. Но если говорить про общее состояние, то ты идешь как в хамаме без пара, весь течешь. И надо быть в физической форме. То есть надо понимать, что тебе надо минут 50, а то и час идти в гору пешей. час упорного трекинга, и я на полпути к языку тролля. Ну, красиво, да. Этот пляж называется Лагуиньо де Лесче. Действительно райское место. А язык тролля, куда мы шли, находится вон там. Здесь обычно все устраивают привал. Кстати, с этим пляжем связана одна интересная легенда. Легенда такая. Две красивые барышни ждали своих моряков, значит, с заплыва на рыбалку или что там у них было, не знаю, и не вернулись. Их суженые и ряженые, те от горя кинулись в океан и стали русалками. И теперь, значит, когда приходят незамужние девушки, то рискуют тем, что эти русалки могут затащить их в океан, и вообще у них там обет безбрачия будет. Я такой черной силы не боюсь, потому что там уже я была, ну, не в океане, а замужем. Поэтому мимо меня все легенды. А на самом деле это место очень красивое и стоит того, чтобы пройти весь этот трек и просто побыть здесь, возможно, вдвоем. Да даже одному здесь очень классно. Ура! Под конец уикенда я наконец-то узнал, куда богачу еще можно потратить деньги. В общем, есть здесь одно развлечение, по местным меркам очень дорогое, но как бы вам сказать, что это? Это пиратская шхуна, тусовка на пиратской шхуне. Ну, мы не можем пройти мимо, вы понимаете, и, конечно же, не пройдем. Поэтому я выкупил целую шхуну, нанял аниматоров и пригласил всех желающих бесплатно отправиться со мной на пиратскую вечеринку. Что там весело? Ну что, Кроу, пора сделать из этих запретных плодов фруктовую нарезку. Пиратская вечеринка на Санта-Катарина выглядит так. Все танцуют, выпивают,
и охлаждаются в океане. В общем, весьма незамысловато, но весело. Залюбовавшись красотами пляжа, я совсем забыла о времени. К сожалению, уже начинает темнеть, и я просто не смогу по-светлому добраться на язык тролля. Поверьте мне, одной девушке по темноте в джунглях лучше не ходить. Пожалуйста, приедьте сюда и обязательно там сделайте фотку. Отметьте меня, я посмотрю. А мне уже нужно возвращаться и ехать к Коле. Друзья, тот самый торжественный момент, когда мы прячем бутылку со $100. Вот эти $100. Оп-оп-оп. Записка внутри, бутылочка. Оп. Если вам вдруг интересно мое мнение, то я бы эти $100 спустил бы на 100 устриц. Это было бы довольно разумное вложение капитала, но вам принимать решение. Ну, будьте умницами. Колька плохого не посоветует. Оп. В общем, будете на Санта-Катарина, езжайте со своими $100 на смотровую площадку Бейра-Мар Норте. Там ищите деревянную беседку. Под ней вас и будет ждать клад от орла и решки. 100 устриц. Или 70 и бутылка вина. Или как вариант 50, бутылка вина и десерт. На Санта-Катарина мы поняли, совершенно нечего бояться незнакомых названий и неразрекламированных курортов. С ума сойти. А здесь как-то уютно. Отдых здесь не даст заскучать бюджетному туристу. И сполна насытит богатого. Мне кажется, что я немного переборщил. Хорошо, ветер в волосах играет. Я такая счастливая, потому что у меня сейчас случится первый раз. Но сердце чуть не остановилось. Я уже забыл, куда я шел. Знаете, прям сильно-сильно вяжет рот. Что? Кусаете бутерброд и сразу переводите взгляд к океану. Ты тоже это слышишь? Какие-то знакомые шаги. Либо Коля. Алина. Алина, привет. Привет, Коля. О, Что такое? ай, я устала. Я думал, Дико. флюид. Меня можно на Олимпиаду отправлять. У меня был триатлон. Сначала я спускалась по песчаным дюнам, потом пыталась подняться хотя бы на одну волнушечку. Шла длиннющий, долгий трекинг. И вот я здесь. Как твои дни? Триатлон. Да. Триатлон, отлично. У меня тоже был триатлон. Да ну, На сухе устрицы и пираты. ты такой довольный, как будто бы хочешь это повторить. Конечно, хочу. На сухе устрицы, пираты. Нет, он издевается надо мной. Конечно, издеваюсь, Алин. Когда мне выпала золотая карта, я уже начал над тобой издеваться. Ну, в твоей карте мира. Пока, друзья. ребят. Спокойной жизни. Что? Не взял хотя бы одну устричку? Нет, Алина. Почему? Ну, Алин, ну какие устрицы? Ну, что ты такое говоришь? Ну, там было ровно 100. Я заказал столько, сколько я съел, Алин. Ну, если бы я... 100 устриц? Если я знал, что ты любишь Ты устрицы, я бы сказал съел 102. 100 устриц?